Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу поделиться схемой красивого ажурного узора для летних вещей. Вот таким образом он выглядит. Под видео я оставлю ссылку на статью на сайте крючок.ру, в которой вы увидите, насколько красив этот узор в изделиях, особенно в летних туниках и летних кофточках. Но я думаю, его можно использовать и для вязания кардигана или платья. Вязать сегодня я буду из пряжи Yarnart Jeans крючком номер 1,7. Посмотрите, как выглядит схема узора. Раппорт узора равен 6 петлям. Для образца я наберу 25 воздушных петель и плюс 1 петля подъема. И первый ряд я уже связала столбиком без накида, потому что на столбиках без накида образец будет смотреться гораздо ровнее. Начинаю вязать образец. Делаю одну воздушную петлю и в первый столбик предыдущего ряда вяжу столбик без накида. После него 1 воздушная петля. Дальше пропускаю 2 столбика и в третий вяжу 4 группы из 2 вытянутых столбиков. Как вяжется группа из 2 вытянутых столбиков? Делаем накид, вводим крючок в столбик предыдущего ряда и вытягиваем первый раз рабочую нить. Делаем накид, вводим крючок в столбик предыдущего ряда, вытягиваем второй раз рабочую нить, захватываю рабочую нить и протягиваю через все петли на крючке. И заключительную петлю делаю. Вот первая группа из 2 вытянутых столбиков готова. После нее делаю 1 воздушную петлю. Опять накид, вытягиваю рабочую нить, накид, вытягиваю рабочую нить. Это будет вторая группа из столбиков, из вытянутых столбиков. После нее воздушная петля. Опять делаю накид, вытягиваю рабочую нить, делаю накид, вытягиваю рабочую нить и протягиваю через все петли на крючке. И воздушная петля. И четвертая группа столбиков. Раз, два. Вот такой первый мотивчик. В конце делаю воздушную петлю, пропускаю 2 столбика, раз, два. В третий надо связать столбик без накида. И еще 3 таких повторения нужно связать до конца ряда. Опять воздушная петля, пропускаю 2 столбика без накида и в третий вяжу 4 раза пучок из 2 вытянутых столбиков. Первый раз воздушная петля, первый пучок, второй пучок, воздушная петля, третий пучок из 2 столбиков, воздушная петля и четвертый. Воздушная петля. Пропускаю 2 столбика, раз, два. В третий вяжу столбик без накида, воздушная петля. Опять пропускаю 2 столбика, раз, два. И в третий вяжу 4 пучка. Первый ряд готов. Теперь приступаем к вязанию второго ряда. Для этого вначале делаем раз, два, 3 воздушные петли подъема и в столбик без накида последний предыдущего ряда вяжу столбик с накидом. Теперь следующий вот такой интересный момент. Будем вязать 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и ни к чему их не прикреплять. Они будут как бы висеть в воздухе, а в следующем ряду столбик без накида закрепит вот эту цепочку из воздушных петель над мотивчиком первого ряда. Вот смотрите, как это выглядит на образце. Вяжу 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Дальше делаю накид. И в столбик без накида предыдущего ряда вяжем галочку. Столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом. Ну, так получится у нас необычно, что цепочка, она как бы в воздухе повиснет, пока нигде не закреплена. 5 воздушных петель,
столбик без накида предыдущего ряда, вяжем столбик с накидом, воздушную петлю, столбик с накидом. Вот такая галочка. Опять 5 воздушных петель, столбик с накидом, воздушная петля, столбик с накидом, 5 воздушных петель, и в конце, в последний столбик без накида, нужно связать столбик, 2 столбика с накидом в одну петлю. Так выглядит второй ряд. Такие вот болтающиеся у нас штучки получились. Следующий ряд начинаем вязание с 3 воздушных петель подъема. И в столбик с накидом вяжу 2 пучка из 2 вытянутых столбиков. Раз, воздушная петля и второй пучок. Половинку мотива, который мы вязали в первом ряду. В конце опять воздушная петля. Здесь находим серединку, воздушную петлю между 2 пучками. Вот здесь в серединке. Захватываем цепочку из 5 воздушных петель предыдущего ряда и вяжем 1 столбик без накида. Вот он зафиксирует цепочку из воздушных петель и будет таким вот образом крепить наш мотив. Делаем воздушную петлю и вот в галочку, вот сюда под следующую воздушную петлю нужно связать такой же мотив, как и в первом ряду. Значит, пучок из 2 столбиков с накидом, раз, воздушная петля, опять пучок из 2 вытянутых столбиков, воздушная петля, пучок из 2 вытянутых столбиков, воздушная петля и последний раз пучок из 2 вытянутых столбиков, воздушная петля. Вот так выглядит второй мотив. Опять находим серединку мотива первого ряда, вводим туда крючок, захватываем цепочку с 5 воздушных петель и провязываем столбик без накида. На внутренней стороне таким образом выглядит он. Цепочка захвачена. Опять делаем воздушную петлю и начинаю в центре рогатки предыдущей галочки вязать 4 пучка с вытянутыми столбиками с накидом, 3 пучок и 4 пучок. В конце воздушная петля, опять нахожу серединку мотива, захватываю цепочку и вяжу столбик без накида. И так до конца ряда. Воздушная петля, опять 4 вытянутых столбика и между ними воздушные петли. В конце ряда опять вяжем половинку мотива в цепочку из воздушных петель. Вот эту в цепочку подъема нужно связать 2 пучка из вытянутых столбиков. Первый пучок, второй пучок и в конце столбик с накидом. Все вяжется в одну петлю. Ну, собственно, вот тут весь узор. Дальше нужно будет его ритмично повторять, каждый ряд. Вот. Следующий ряд будет точно такой же, как мы вязали первый ряд. А потом 4-й ряд будет такой же, как мы вязали 4-й ряд. Как второй ряд, извините. Первый ряд, 3-й ряд как первый, 4-й ряд как второй. Узор несложный.
Вот. И, кстати, можно его вязать разными цветами. Например, 2 ряда одного цвета, 2 ряда другого, либо наоборот, 1 ряд одного цвета, 1 ряд другого цвета. Тоже должно получиться интересно. Я надеюсь, вам понравился этот узорчик. Вяжите вместе со мной. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А я прощаюсь с вами. Всего хорошего. До новых встреч.